Итак, ребят, всем привет! Сегодня мы посмотрим на интересные шлепки-сланцы от Puma. Elite Cat или Led Cat, не знаю, как правильно произносится. Думаю, первый вариант. В размере 42, брал для себя. Конечно же, я их уже поносил какое-то время, и мне есть что о них вам рассказать. Вот так вот они упакованы. В комплекте также идет бирка. Бирка нас информирует о размере, в какой стране были сделаны, то есть Вьетнам, и примерная дата изготовления, то есть 03/21 года. Коробка нам больше не пригодится, убираем ее. Посмотрим на накатку с внутренней стороны, которая во время носки уже немножко подизносилась, но в целом можно просмотреть. UK8 размер, 27 сантиметров. Партия также вот видна 03/21. Коллекция, скорее всего, 2020 года. Есть сейчас перевыпуск один в один по материалам и в целом по фасону. Одно и то же 2021 года. Верх ремешка сделан из эко-кожи, довольно-таки достойного качества. Небольшие заломы есть спустя месяц использования, ну, меньше месяца, скажем так. Но не сильно явный, материал прочный и ноский. Форму держит хорошо, возобновляет ее тоже на достойном уровне. К ремешку приклеен и прошит текстиль, подкладка, которая позволяет обеспечить тело лучшим комфортом, а также и не будет так натирать ногу, если бы был просто этот материал. То есть, и довольно ноская тоже, пока что с ней никаких проблем у меня нет, хотя я изначально переживал, что будут вопросы именно к ней сначала. Теперь перейдем непосредственно к самой основе. Это самое главное в шлепках, это именно их, скажем так, подошва и средняя часть. Это все монолит, конструктивно они полностью сделаны с одного материала. Это, как указывается, Эва, Цмева, ну, в общем, позиционируется по-разному в разных моделях, но по факту материал один и тот же. Это черная пена, которая довольно мягкая, упругая. Вот так ведет себя на заломы. Вообще очень похожа на кожу, сама структура верха под кожу сделана. Примерно в такое состояние они превращаются, пылью припадают. Если вы заметили, как раз таки моя нога была очень схожа со структурой вот такой вот. При зажатии и в пыльном состоянии очень похожа на ногу. Значит, в целом, вот эта вот верхняя часть подошвы, она, можем видеть, такая формованная в бугорках по анатомическому строению ноги. Но есть вопросы к ней в том плане, что когда я их померил первый раз, мне показалось все круто, вау, беру, все супер. Но когда я их уже, понятно, приобрел и шел, а мне приходилось идти по довольно длинному пути, причем по асфальту, то я стал набивать ногу. Понятно, что я привык к кроссовкам, там очень мягким, начиная с серии там Boost и прочих. Но вот именно вот эта часть реально очень тонкое место, максимально близкий контакт к земле. Вот, то есть тут идет такая вот впадина, и при шаге оно как автомобиль пробивает, так и здесь. То есть при шаге немного чувствуется. Сейчас я уже немножко к этому привык, то есть, возможно, просто начал менее широко шагать, вот, и этот эффект уже не так ощутим. Но вот вначале это сильно мне бросилось сразу, вот, по ощущениям. По насущной части здесь вот такой элемент вставлен, как и в стельках РС. То есть для добавления комфорта пальцы словно цепляются, они сидят хорошо. Но вот в самом начале, когда, опять же таки, я без привычки ходил в них 2 дня, мне очень вот надавливала вот эта вот часть, вот эти вот вершины. Прям ноги аж побаливали, аж невыносимо было. Хотелось их срезать, но со временем тоже привык. Не знаю, почему так, потому что у меня ноги настолько уже привыкли к кроссовкам,
что уже просто ничего не хотят на замену. Но на лето я все-таки решился взять что-то более легкое, так как ни крути, открытая обувь, она будет уже более полезна для ваших ног. Далее по нижней части мы можем видеть такую структуру ячеек. Я их так протер, если что, извините, немного грязновато, конечно, я них уже отходил почти месяц. Вот. За это время вот немножко начали стираться вот здесь. Ходил по асфальту довольно много, но довольно ноские. Я, честно говоря, думал, что они будут гораздо быстрее стираться. Вот эти вот круги со впадинами, кратеры, так скажем, вот они сделаны вроде, ну, прикольно смотрится, даже точно так по линии, реально как нога, стопа. Но они вот именно на плитке и на ровных поверхностях, они словно присасываются и как клацают. Да, как это показать, может быть, покажу именно при ходьбе. Но вот такой как бы воздух, вакуум образовывается между ними и происходит звук. По брендингу, конечно, ярко. Я выбрал черный цвет, у меня был выбор между белыми и черными. Выбрал именно черный, но опять же, люблю, когда надо немного ухаживать за обувью, минимум там усилий. Но опять же таки, на черном тоже видна пыль, и как бы это не спасает полностью ситуацию. Пыль моментально припадает, и это видно, особенно вот в нижней части, понятно, где самый сильный контакт с землей и ближе всего. Но тем не менее, оно оттирается, конечно, ниточки белые уже вот испачкались. Это весь контур, ну а так в целом в уходе они не сильно капризные. Подкладка здесь хорошая, обеспечивает нормальную, я же говорю, и фиксацию, не сильно растянулись, они очень полномерные. Такой еще момент, я взял себе 42-й, у меня вообще 27 сантиметров нога. У тех, у кого 41, советую брать 40,5, потому что все же вот в этом размере они более склонны к большемерию. Вот это слово выдумал. Ну, в общем, большемерие это нет. В целом они подходят даже на 42,5, на некоторые 43 будут впритык. Просто люди тоже по-разному выбирают, понятное дело. Кто-то не любит, когда есть запасы там. Но я как бы знаю, что если взять притык, оно будет и стаптываться быстрее, поэтому я взял, скажем так, чтобы свободновато было. Но другое дело, что уже немного жертвуешь, они более свободно сидят на ноге. Подойдут под разную одежду, шорты, под джинсовые, под трикотажные, под штаны даже некоторые залетать будут. Но не стоит слишком пренебрегать все-таки нормами какими-то, потому что чтобы не выглядело как попало. Вот такие вот шлепки. Довольно интересно. Сейчас посмотрим, как они будут на ногах. Бывает легко. Вот, то есть вот так выглядит размер. Небольшой запас спереди есть. И при этом сзади тоже не прям притык. Вот так на залом реагирует. То есть экоматериал, он быстро восстанавливает форму, но все же небольшие заломы остаются. Сейчас удобно, и причем прикольное ощущение, когда ты пальцами так проводишь, и то есть цепляется словно за верх. Единственный момент, правда, сильнее этот материал портится, когда вот именно в мокром состоянии. Если вы, например, будете ходить на речку там или с моря, то тогда уже будет заметно, сильнее заломы остаются, и это чувствуется. Они, понятно, еще скрипят, там репят, нога там обмокрывает эту всю часть, но в целом оно в дальнейшем высыхает, и все отлично. Но я уж, когда намочил, переживал, что им, думаю, все уже, их уже ничем не спасти. Вот этот звук. Клацанье. Благодаря тем кругам, которые я говорил. То есть эта часть срабатывает таким вот образом. В самом начале еще, пока они, скажем так, не сели хорошо по ноге, слегка у меня было тут покраснение, то есть вот здесь и вот здесь. Сейчас же вот можете видеть, на ноге ничего нет спустя время, то есть она вот немножко там потянулась где нужно и села оптимально. Покупал их там недорого,
Причем по скидке, не за full прайс, поэтому за свои деньги они стопудово, скажем так, окупаемы. Вот такой вот получился обзорчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите вопросы, буду с радостью на них отвечать. Ну и до новых встреч, я погнал снимать дальше видео.